Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам покажу окрашивание, как у Ким Кардашьян. Посмотрите на эту картинку и на меня. Практически идентично. Вы видите, что при таком окрашивании основная масса волос белая и темные корни. И я в этом ролике вам покажу, как этого можно добиться. Это первое. И второе. Этим роликом я продолжаю свою ранее начатую эпопею под названием «Как я себя крашу в белый цвет», или «Что такое блондинка», или «Я хочу стать блондинкой», «Как правильно красить волосы в блонд». И вот эта эпопея, начинается она ранее предыдущим уроком, где я себе делаю чистый блонд. Кто не знает или видит меня впервые, можете посмотреть этот ролик. Именно с этого ролика начинается эта эпопея. Я хочу чистый блонд. Вот этот шаг, это уже второй шаг после того ролика, но это еще не последний шаг. Ну чем вам не Ким Кардашьян? Хотя нет, я от нее не фанатею, просто мне самой нравится именно сама стрижка, я ее люблю, именно вот эту стрижку, потому что я, себя чувствую с ней комфортно. А окрашивание это люблю, потому что здесь присутствует, конечно, очень много плюсов. В таком окрашивании текстура присутствует волоса кажется больше. Есть около лица вот такая темная, скажем, окантовка у краевой линии роста волос, что делает черты лица более выразительными. То есть, если взять блонды, где и корни светлые, я не очень, я не хочу навязывать свое, конечно, мнение, свои вкусы, но, как показывает практика, у людей, у которых блонд с затемненными корнями, он, знаете, более яркий, такой выразительный. А если у блонда светлые корни, то есть такие же точно, как и сама длина волос, такое впечатление, что у человека лысина на голове, у женщины лысина на голове. Вот клиентам нравится больше, знаете, когда присутствует такая какая-то текстура. Как бы ни сделал укладку потом, я не знаю, хвост можно поднять, совершенно другая картина, согласитесь. Если бы у меня не было затемнения на корнях, эффекта бы я не увидела. А так эффект такой, конечно, бомбовский, что тут уже можно сказать. То есть вот эти все переходики. На таких именно, кстати, окрашиваниях круче всего смотрятся все прически текстурированные, то есть где там присутствуют какие-то там розы. Я это не люблю, но вот текстуру я люблю, кстати говоря. Ох, ты посмотри, прям красота. То есть куда ни поверни волос, уже будет все окей. То есть отлично, красиво он лежит. Именно вот эта текстура, свою изюминку, конечно, она дает. Вы сами видите, да? Я могу здесь хвостик сделать, и уже я другая. Что я еще могу сделать? Даже косичку заплести могу. Я же еще плетунья, поэтому даже если захочется заплести колосок, например, как элемент какой-нибудь, это, конечно, уже будет совершенно другая картина. Это я быстренько покажу, чтобы была видна вот эта текстура. Ничего аккуратно делать не буду, но текстуру просто обязана показать. Так, заплетаемся быстрее. Так, что там у нас получилось? Видим. Где вообще что? Какие-нибудь там вытягушки делаем, растяжечку. Раз, два, три. С той стороны та-та-ра-та. В общем, видите, да, что именно на нижнем темном подтоне верхний, он, прям не могу, хоть венок, Украина, верхний слой, он должен быть светлее, чем нижний слой. Тогда все любые завороты ваши, даже на ваш взгляд, будут казаться, может быть, нелепыми, а выглядит потом это все очень классно. Кстати говоря, сейчас быстро скажу, вот эти прически текстурированные, заметьте, что они делаются именно на балаяже, именно на таких окрашенных волосах, потому что подчеркнуть текстуру волоса можно только таким способом. Поэтому, когда у вас не получается сделать прическу, которую делает какой-нибудь мах и волшебник, а у вас не получается, то ошибка ваша заключается лишь только в том, что не потому, что у вас там руки не оттуда растут, а потому, что у вас разные манекены. Скорее всего, у вас темный манекен или одного цвета волос, а
у тех чуваков, как правило, манекены с балаяжем. Специальное окрашивание такое они делают для того, чтобы подчеркнуть эту текстуру. Ладно, мы ушли от Ким Кардашьян. В общем, вы видите, что я просто вылитая она. Ну, как минимум на голове. Вот. То есть волосы мои покрашены по этому принципу. И мы начинаем смотреть, как же этого всего можно добиться. Let's go, друзья! И в этом видео я вам покажу следующий свой шаг после осветления. Я его сняла, показала, как это делается на себе. Можете посмотреть вот здесь. И прошло уже какое-то время, поточнее это месяц и 3 недели, и у меня уже отросли корни где-то около 1,5 сантиметра. И что я должна сделать? Я должна, конечно же, что-то с этим сделать. И я делаю с этим следующее. Я беру краску 7.1 с 3% оксидом 1 к 1 и начинаю наносить эту краску на корни, немножко растягивая на светлый цвет, мой беленький. То есть таким способом я убираю этот резкий переход от своих отросших волос. К белым волосам. По факту сейчас я буду делать себе, угадайте что? Ну, конечно же, балаяж. Если вы меня видите впервые и вас интересует, как же я себе сделала белые волосы, то можете посмотреть предыдущий ролик и увидите, как это делается. Если вы это уже все видели и вас интересует, что я делаю дальше, почему именно 7.1, дело все в том, что если я возьму, например, выше цвет, например, 8.1 возьму, 8.1 мне больше осветлит мои корни, а мне не нужно, чтобы он мне их осветлял. Знаете почему? Потому что при осветлении краской корни становятся коричневыми. И даже если пересидеть с ними, то это будет рыжий цвет. А мне это не интересно. Мне нужно, чтобы у меня корни остались максимально холодными. И это как раз тоже ответ на вопрос, почему 3% оксид. Чтобы я не осветлила или не переосветлила, вернее, свои корни. То есть мне нужно сделать плавный такой переход от моих волос к осветленным. Видите, да? Прям четкая темная полоса. Видите, какой у меня натуральный цвет волос. Он достаточно темный. И вот этот контраст, который здесь есть, мне надо убрать. То есть, смотрите, предыдущий ролик, в котором я осветляла себя, мы работали там порошком и тонировку делала краской. Проходит какое-то количество времени, но я выдерживаю максимально, если честно. 1,5 месяца примерно у меня вот получается выдержать. Может, месяц и 2 недели. Честно сказать, не особо не считаю. Я смотрю по тому, как у меня отрастают корни, насколько мне с ними еще комфортно ходить, с этой темной полосой посередине. Уже если я вижу, что она очень четкая, я ее стараюсь теперь, скажем так, приглушить. Вот. И выбираю именно 7.1. Мне нравится темный пепел, цвет, который и мои волосы не осветлит, не сделает корни рыжими. И сделает плавный переход от моих волос к осветленным волосам. То есть о, и так красиво. Боже ж мой, вот это красотища. Господи, ну надо ж. Вот захотел бы, так не сделал. Вот вам, пожалуйста, 8 марта. Делаем укладку на 8 марта. Эти 3 штучки прям вау. Ну прям мадама. Мадама.
Прокрашиваем, прокрашиваем, не боимся. Самое главное, достаточно обильно нанести на все эти участочки отросшие. Перекидываем. Ой, жалко портить красоту, ну ладно. Надо ж перекинуть. Перекидываем, разравниваем волосы, чтобы они там не окрасились. Опс. Просто стервелла. С одной стороны сейчас покрашусь темный и буду далматинцев выращивать. Так, ладно. Вот так разравниваем. Видно, да, что красочка достаточно темная, поэтому надо делать очень быстро, быстро, быстро. Я сейчас, конечно, отключусь, покажу, что я делаю, и вторую сторону аналогичным способом. Потом быстро-быстро накрашусь и вернусь. При нанесении краски не нужно, конечно, заходить далеко на белый цвет. Потому что я ж потом буду делать еще балаяж. А балаяж предполагает растяжку равномерную. Поэтому, так, волосы, не путаемся. Не нужно вот это вот тут, вот так, все. Вбиваем, вбиваем, вбиваем и такими резкими движениями и отрываем кисточку, чтобы она нам не намазала больше, чем нужно. Вот этой техники я придерживаюсь уже, наверное, лет, ну сколько, это долго, столько, сколько я блондинка. Ну долго, да, на самом деле, лет 7, наверное, 8. Да, 8 лет примерно. И могу вам сказать, что только такой техники окрашивания, не именно вот этот момент, а вообще в комплексе, который... Вот этот ролик можно связать с тем роликом, где я сама себя крашу, осветляю. И вот только при такой технике можно отрастить длинные белые волосы. У меня, кстати, были недавно такие. У меня есть второй канал, на котором я обучаю ногтевиков, бровистов, лэшмейкеров и мастеров депиляции. И там у меня как раз длинные белые волосы. Поэтому, друзья мои, если ваш парикмахер в состоянии осветлять волосы, при этом при всем ваши волосы благополучно растут, значит, он делает все правильно. Но если волосы обламываются постоянно, вам не удается отрастить хоть какую-то маломальскую длину, в этом виноват как раз ваш парикмахер, который делает вам неправильное осветление, ну и, соответственно, окрашивание волос. Я знаю очень много случаев, когда мастера каждый месяц наносят на бедные корни своих клиентов порошок. Они думают, что это единственно правильный вариант. На самом деле нет. Порошком тоже увлекаться нельзя. И если есть возможность минимального использования порошка, то именно так и надо делать. То есть не красить каждый месяц порошком, не осветлять. Так, все, теперь я уже ничего не вижу. Пошла я к зеркалу. В общем-то, понятно, что я себе делаю. Я тонирую корни. После того, как я уже прокрасила все корни, я беру вот такую расческу с очень редкими зубчиками и расчесываюсь.
Для чего я это делаю? Для того, чтобы создать плавный переход от темных волос к светлым. Можно не бояться это делать. Сильно эта расческа не растянет, но создаст более дымчатый плавный переход, что я и люблю. Вот таким образом. Вот видно, да, что дымчатый переход? Видно, по-моему. Ну вот, в таком виде сидим, ну, честно сказать, не больше 15 минут, потому что как бы сильно затемняться я не хочу. И как только мы видим, что что-то уже сработало, что уже темного достаточно много, срочно смываемся. Без эмульгации, кстати говоря. Что такое эмульгация, вы знаете уже, да? Что это с водичкой там и все такое. Максимальный душ, максимальный напор, чтобы быстро краска смылась с головы. Ну вот, друзья, я посушилась. Смыла, естественно, краску и посушилась. И вот у меня какое получается окрашивание. Тонировка, которая делает корни более мягким переходом от моих темных. Причем, смотрите, мои темные практически не окрасились, вернее, они не осветлились. Это очень важно, потому что если бы они осветлились, то у меня была бы вот здесь коричневая полоска. Это однозначно было бы, потому что краска, она не имеет такого свойства осветлять до такой степени, ну, например, чтобы победить коричневый пигмент. Поэтому выбор краски, он и в сторону 7.1 и пал. Чтобы цвет мой остался достаточно темным до коричневого оттенка, то есть он немножко, конечно, стал светлей, но не коричневый. А после этого цвета пошла мягкая тонировка. И выглядит это, как будто я сделала себе мелирование. Не знаю, как там видно, не видно. Ну, наверное, видно. И все. И я теперь свободна. И еще месяц точно. Я подстриглась. Моя любимая стрижка, которая называется каре на удлинение. Без градуировки и без филировки. Волосы как будто бы у меня парик. Люблю, чтобы была масса волос, чтобы можно было их взять вот так. Ну, в общем, волосы люблю, и поэтому я этим делом и занимаюсь. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.